Ну что, свершилось, Nvidia жухнула всех в плане видеомонтажа, ведь теперь рендерить можно с помощью RTX видеокарт. Они добавили вместе с Adobe аппаратную поддержку вывода, вернее кодирования конечного файла именно с помощью видеокарты. И это очень круто. Ведь раньше, дело в том, что очень многие собирали сборку для видеомонтажа и отдавали предпочтение в сторону процессоров Intel именно из-за того, что с их OpenCL, то есть с этим аппаратной поддержкой энкодера H264 и H265 с 6 и 7 серии этих самых Intel процессоров соответственно, но при этом не хватало многоядерности во многих моментах. И вот AMD Ryzen в этом проигрывал, то есть на нем было классно редактировать в паре, допустим, с тем же RTX, но было хреново кодировать. Видео это могло занимать достаточно много времени. В частности, мы снимаем нашими дронами в 4К 60 FPS с битрейтом там больше 100 Mbps. И рендеринг этого чуда занимал, честно говоря, не один час. Сейчас это выглядит вообще потрясающе. Мы сейчас это покажем специально все на Nvidia RTX 2060 Super. То есть мы брали нижнюю планку RTX для того, чтобы вы понимали, насколько это все круто даже на них работает. И я, конечно, себе трудно могу представить, как это работает на RTX 2080 Super. У нас просто нет такой видеокарты. Достаточно дорого даже для нашей студии. Но на 2060 мы спокойно редактируем и рендерим такие видео. Также мы сегодня вам сравним именно Intel, то есть у нас есть сборка для базовой, скажем так, для базового монтажа. Именно на нем мы сделаем кодирование, засечем время и сделаем кодирование на процессоре AMD Ryzen 7 серии 2700X, который, и сделаем замер времени кодирования конкретно на RTX, даже на самом нижнем сегменте в 2060 Super. Ссылки на RTX видеокарты будут лежать в описании под видео. Очень крутое решение для видеомонтажа. Ну и, конечно же, под видео есть кнопка подписаться, колокольчик, если вы не хотите пропустить все наши дальнейшие самые интересные обзоры гаджетов, девайсов, программ, очень различных сборок. Да, вообще очень много всего интересного мы делаем на нашем канале. Ну что ж, а теперь я говорю хавабанга, ребята, это же бубыльгум. Поехали. Что ж, мы сейчас на нашем компьютере. Это у нас сборочка, мы сейчас вам покажем. Это AMD Ryzen 2700, 8-ядерный, 16 потоков, 32 гигабайта ОЗУ. Стоит у нас видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 2060, ну это супер стоит на самом деле, то есть здесь просто не написано супер. Процессор у нас 8-ядерный, 16 потоков. И в принципе вот наш проект, мы его сейчас уже загружаем. Я вам сейчас покажу разницу, что изменилось именно для NVIDIA видеокарт. По сути, они сейчас заткнули за пояс другие решения. Здесь у меня рассчитано на многоэкранный режим, поэтому мы остановим наш шаблон по умолчанию. Вот у нас смонтирован клип, где мы на машине гоняем на берегу Азовского моря. Кстати, это был мой день рождения. Мы снимали активный трекинг дрона Mavic 2 Pro. Это было очень интересно. Конечно, RTX 2060, он не так хорош для монтажа, как, например, 2070 Super, как 2080 Ti или 2080 Super. Конечно, здесь вот будет воспроизводиться 4К, но при рендер будет немножечко стробить. Слабовата видеокарта для вот таких вот мега каких-то файлов. То есть приходится либо загружаться через прокси, либо использовать 1/4 разрешения. Тогда это все работает отлично, ну, по крайней мере, более-менее. Приходится использовать прокси, конечно же, приходится использовать прокси. В 2070 я это монтировал, я уже показывал, 2070 Super там вообще отлично работает. Но наша задача именно посмотреть, как это все выводится. О чем идет речь? Давайте зайдем в настройки проекта общие. Мало того, что здесь у нас есть аппаратное GPU ускорение ядра Mercury Playback через CUDA, то у нас есть еще, если мы нажмем Ctrl-M, вот, то у нас появилась на Ryzen, на секундочку, то есть обычно люди путают, раньше здесь было только программное, потому что Ryzen не поддерживает аппаратное ускорение энкодирования, здесь стоит теперь аппаратное ускорение, точно такое же, как в Intel, поддержка, плюс высокий профиль тоже у нас поддерживается в аппаратном ускорении, правда высокий 10 для HDR он только программно, это не поддерживает ни Intel, ни Ryzen, ни само собой RTX
пока что, не само собой RTX. Теперь, что обещает Nvidia? До 5 раз, ну, во-первых, для YouTube нам необходимо для данного видео 60 Mbps, 65 Mbps, это у нас будет, давайте мы выведем это все в оптическом потоке в 60 FPS, давайте 60 FPS. В оптическом потоке. Все. Вот это будет суперовое 60-кадровое видео. И кодировка у меня сейчас установленная для YouTube. Плюс мы здесь еще наложим эффекты люметри. Мы установим с вами LUT-пак, скажем так. LUT для нашего дрона DJI, которым мы снимаем. В частности, это D-Log, потому что, вот видите, у нас цвета поменялись, потому что этот ролик снимался в D-Log. И давайте стартовать наш экспорт, засекать время. У нас сейчас 12:42. Вот давайте 12:43 начнем. Ну что, 55, 4, 3, 2, 1. Давайте пуск. Все, и мы вернемся с вами и посмотрим, сколько у нас это время займет. Он сейчас, кстати, уже кодируется, и написано, что это вот расчетное время 4 минуты 1 секунда. А уже по факту мы с вами посмотрим, что у нас получится. 5 минут появилось. Все, возвращаемся через 5-6 минут. Ого-го, и у нас остается 40 там секунды считанные, 12:50, 7 минут кодировалось. Мы специально сейчас включим часики для того, чтобы было видно, насколько быстро это все закодируется. Давайте 95%. Ждем. Мне кажется, секунды, конечно, не совпадут, но это невероятно быстро. То есть мы, когда сейчас включим это на процессорном кодировании, то вы увидите разницу. Вообще, действительно, теперь редактировать видео на базе Ryzen интереснее, в паре с RTX, чем Intel. Intel не такая многозадачная среда, да, он мощнее в некоторых моментах, сами ядра, но многозадачность, именно многопоточность Ryzen делает свое дело. Все, ребят, 12:50-44. 7 минут 44 секунды. Слушайте, ну это круто. Кстати, хотите, мы выложим этот ролик, вот этот вот базовый ролик, базовый проект для Adobe Premiere Pro 2020, и вы попробуйте у себя его отмонтировать и срендерить, и с каким временем это у вас займет. Давайте же попробуем теперь его экспортировать с помощью процессора. Выберем, у нас все то же самое, все те же 60 кадров, но только поставим программное и только высокий. Вот все то же самое в оптическом потоке, 65/65 целевой битрейт поставим и сейчас засечем время. Давайте в 52 минуты стартанем и посмотрим, сколько же он будет на процессоре рендерить. Не на RTX, а именно на процессоре. 4, 3, 2, 1. И у нас даже со старту показало там 10 минут. То есть у нас там базово показывало 4 минуты. Короче, ждем. Ждем, посмотрим, сколько это ускорится на RTX 2060. Я представляю, если будет 2080. Я честно говорю, у меня большое желание получить в руки 2080 хоть раз и помучить его на монтаже на тяжелых дрон-видео. Вот есть такое желание, но, к сожалению, действительно дорого. Я вам скажу, мы уже перешагнули то время, которое мы кодировали видеокартой. То есть больше 8 минут уже кодируется. И знаете, вот еще одно замечание интересное. Некоторые комментаторы, когда я делал обзор на RTX, они сделали мне замечание, что не TensorFlops, а Teraflops. Так вот, это вот для некоторых комментаторов поясняю. Дело в том, что не очень сильно афишируется данное понятие как TensorFlops. TensorFlops это скорость, вернее быстродействие для вычислений тензорными ядрами. Вот так вот. То есть с привлечением тензорных ядер. Это относится именно к видеокартам и к решениям RTX от Nvidia. Это не относится, допустим, к процессорам, это не относится к видеокартам от AMD, это относится только лишь к Nvidia. И там вот именно исчисляется в TensorFlops. В некоторых моментах это проскакивало, мы на это обращали внимание, поэтому решили это использовать. Итак, 13:04:24. И у нас получается на текущий момент, сейчас я вам объясню, что мы имеем. 13:04. Мы имеем 8 плюс 4, 12 минут. То есть 12 минут против 7:40, ну пускай будет 8. И это был Ryzen 7 серии, предпоследний.
Чтобы вы понимали, разница, вернее прирост быстродействия составил 33%. Но давайте теперь рассуждать так. Многие скажут, да это небольшой прирост. Это большой прирост, я вам объясню почему. Потому что, первое, мы использовали RTX, минимальный RTX 2060, ниже RTX нет. Второе, например, ну, допустим, если брать 2070 Super, 2080, там приросты даже не на 10, не на 20%, там приросты могут быть в разы. Второе, если, допустим, мы сейчас кодировали ролик в минуту 40, а если кодировать ролик в 50-60 минут, как это у меня там бывает, были у меня такие заказы 50-60 минут, то поверьте, разница будет ощутимая. Даже на RTX 2060 при кодировании ролика в 180 минут базового времени мы можем его ускорить до 118 минут. И это уже ощутимая разница. То есть у вас вы не так используете много ресурсов, у вас больше времени для редактирования ваших файлов. А если использовать не RTX 2060, а 2070, 2080, то это будет сокращаться время в разы. Но мы должны с вами еще провести рендеринг с помощью процессора Intel. На данной сборке у нас стоит Intel Core i5 седьмой серии, да, седьмой серии, тоже рассчитана на многооконность. Сейчас мы восстановим рабочую среду. Само собой, вот мы сейчас с вами посмотрим. В настройках проекта мы используем CUDA, здесь у нас используется GeForce 1050 Ti, а вот для вывода мы используем аппаратный кодек, именно который у нас реализуется с помощью Intel. Вот у нас стоит то же самое аппаратное ускорение на Intel. Кстати, кодировали мы 264 кодек. В 265 совсем будут другие показатели. Тоже высокий 10 при выборе у нас будет только программная и аппаратная при высоком профиле. Ставим высокий профиль, рендеринг при максимальной глубине, оптический поток в 60 FPS нас волнует. Вот. 59-94. И, конечно же, мы еще наложим Lumetri Look, LUT файлик у нас есть. Тот же самый D-Log для 709 профиля. И, в принципе, можем попробовать. Так, засекаем время. 13:10. Стартанули. Здесь, я вам скажу, показывает вот при аппаратном энкодировании примерно такое же стартовое время, как на программном на Ryzen. Сейчас он разгоняться начал очень сильно. Что ж, ждем. Интересно, чем это все закончится именно для 264 кодека. Кстати, мы можем кодировать не только 264, мы можем кодировать 265 HEVC кодек. Ну, в принципе, я кодирую 264, потому что я его использую для YouTube. Таковы уж правила файлов, форматы файлов для загрузки в сам YouTube. Оу, ребят, я вам скажу так, стартанул он, начал уходить куда-то в какие-то десятки минут на Intel процессоре, на аппаратном. Я понимаю, что... Блин, использовать это все намного грустнее. Я даже не хочу дожидаться конца, потому что у нас расчетное время 21 минута. А это вкрай меня не устраивает. Я уже понимаю, что я не буду использовать такие сборки. Я, в свою очередь, я смогу удешевить на данный момент процессоры Intel. То есть, либо необходимо брать какие-нибудь Intel 9 серии, вернее, Intel 9 или Intel Core i7, Core i9, 9-10 серии, для того, чтобы нормально энкодировать видео. А там цены просто сумасшедшие, под них материнки сумасшедшие, и плюс там все равно берется видеокарта для предпросмотра, то есть там процессор не вытянет нормальный предпросмотр с жутко тяжелого файла. Поэтому в любом случае вы возьмете какой-нибудь RTX и возьмете дорогой Intel. Так вот, в моем случае я лучше возьму дешевле Ryzen, под него платформа дешевле, память примерно одинаково стоит, но я возьму дороже RTX, то есть я возьму Ryzen 7, например, RTX 2070 Super, либо 2080 Ti, либо 2080 Super, конечно, раскошелюсь, либо брать вот эти вот сборки Intel какой-то там 9-10 серии, Core i7, Core i9 и брать сборку какую-то дорогую, именно материнка дорогая, и брать под нее тот же RTX дорогой, либо брать RTX дешевле, тогда зачем он там нужен? Нет, ребята.
Сразу говорю, это нет, я это торможу, потому что это ужасно. Что ж, мнение команды Technozone, что Nvidia сделала действительно прорыв в аппаратном кодировании видео для Adobe Premiere Pro, и нам это безумно нравится. Мы рекомендуем всем тем, кто занимается рендерингом, использовать именно RTX. Кстати, там Nvidia еще и презентовала новые ноутбуки RTX Studio, там ссылки на RTX Studio лежат в описании под видео, переходите, смотрите, там вообще очень много всего интересного. Ну а если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет пальцев вниз, обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Technozone. Пока, ребят.